Друзья, всем привет! Снова влог, на этот раз, правда, уже запланированный. И если в прошлый раз мы ходили с вами за дебаркадер, то сегодня мы с вами сходим по ту сторону улицы Лесі Українки. То есть улица Лесі Українки, идет она, скажем так, по южной оконечности города Припять, если можно так сказать, скорее даже юго-западная оконечность. Идет она вдоль всего города. И если с одной стороны этой улицы второй и четвертый микрорайоны, то с другой стороны этой улицы там постройки, которые можно назвать техническими. То есть, скажем так, сфера обслуживания, магазины, фабрики. Ныне там стоит и ВФС, единственное действующее предприятие в городе. Вот. И на все это дело мы сегодня посмотрим. Ну, а начнем мы с места, которое в моих видео уже было. Называется она АТХ, она же Чернобыльский мехотряд, Белазы, Имры, точнее Имур, Исушка, вот это все. Я не знаю, слышно вам или нет, под ногами люто скрипит снег. У нас, наверное, впервые за долгое время настоящая зима. На улице сейчас, правда, уже минус 17. Утром, когда мы заезжали в Чернобыль, было минус 25. Погода шепчет, займину выпей. Но поскольку я не пью, приходится снимать видео. Собственно, этим мы и займемся. Ну, про АТХ, я думаю, что говорить смысла глобально нет. То, что я хотел про него рассказать, я рассказал в предыдущем видео. Ссылочка будет где-то вот здесь вот она будет. Я, как всегда, когда в камеру говорю, я путаю, где у меня потом будет на экране левое, правое. Короче, не суть важно. Вот. Ну, смысл в том, что где-то вот здесь будет ссылочка с подсказкой про видео про АТХ. Сейчас же я вам просто покажу, как оно выглядит в прекрасную зимнюю погоду. Друзья, хочу вам показать интересную штуку. Номерной знак на Белазе. Так вот, эти номерные знаки, они не совсем обычные, непривычные, скажем так, но на самом деле это реальные номерные знаки. Такие знаки используются в Чернобыле, в зоне отчуждения точнее, для машин, которые из зоны отчуждения не выезжают. То есть такой вот себе внутренний отличительный признак, внутренний номерной знак для зоны отчуждения. Друзья, на самом деле АТХ — это далеко не основное место, которое я хотел вам сегодня показать. Более того, я хочу вернуться к своей традиции, показывать вам места, которые мы сегодня посетим, с воздуха. Итак, сегодня мы увидим здание ДСААФ, которое после аварии было переоборудовано в электроцех НПО Припять. Магазин «Рекорд Спорттовары».
Посмотрим на свалку техники, которая находится возле отделения милиции. Чуть не сказал полиции. Пройдем мимо пожарной части города Припять и посмотрим на такое необычное явление, которое называется фабрика кухня. Ну что, начнем мы, пожалуй, с ДОСААФа, и я думаю, для начала следует пояснить, что это вообще такое ДОСААФ. ДОСААФ – это организация, которая была основана еще в 1951 году. Расшифровывается эта аббревиатура как «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту». И если говорить официальным языком, то ее основной целью было содействие укреплению обороноспособности страны и подготовке трудящихся к защите социалистического отечества. Вот так вот. Ну а если говорить языком понятным, то фактически это была такая школа, не школа, место, где можно было абсолютно бесплатно на добровольной основе получить какую-либо специальность, которая может помочь армии. То есть от навыков вождения автомобиля до умения прыгать с парашютом. Вот такой вот был разнообразный набор занятий и интересов, которые здесь можно было выучить и получить. Ну а после аварии здесь был организован электроцех, который спустя какое-то время немножечко подсгорел. Ну и поскольку ДОСААФ занимался в том числе и подготовкой водителей, естественно, эта организация имела свой гараж. Как вы можете видеть, весьма немаленький, то есть процесс подготовки был поставлен на достаточно широкую ногу. Мы идем дальше, и наша следующая локация – это магазин «Рекорд». Кто-то говорит, что правильно его называть «Рекорд», кто-то говорит, что правильно его называть «Спорттовары». Но поскольку на вывеске снаружи мы видим надпись «Спорттовары», а на вывеске внутри мы видим надпись «Рекорд», я думаю, что правильно будет и так, и так. Магазин этот достаточно новый, проработал он в принципе недолго до аварии. На первом этаже можно было купить авто, мото, велозапчасти, запчасти к моторным лодкам. На втором же этаже были рыболовные, трикотажные и спортивные отделы. В магазине очень неплохо сохранились вывески, прям на удивление. Ну а в целом состояние его вы в принципе видите сами. Самостоятельная военизированная пожарная часть номер 6, она же СВПЧ-6 города Припять. Пожарные из этой части были вторыми, кто приехал в ту ночь на тушение 4-го энергоблока. Именно отсюда со своим караулом выезжал впоследствии Герой Советского Союза и кавалер ордена Ленина лейтенант Кибенок Виктор Николаевич. Все эти звания были ему присвоены посмертно. Не буду здесь особо задерживаться, друзья. Идем дальше в сторону отделения милиции. Вот у этого же Лексуса, друзья, есть... Ну, сейчас уже не так. Видимо, не сезон, а летом у него была привычка менять свое местоположение. То есть каждый раз, когда ты приезжаешь сюда спустя какое-то время, да, там раз в неделю, вот, можно было заметить, что машина стоит по-разному. То есть, как вариант, просто сталкеры разворачивали ее так, как они хотели, для того, чтобы сделать более выгодный ракурс. Ну или не сталкеры. Может быть, просто туристы для фотогеничности занимались ее вот этим вот. Поэтому каждый раз ехал и думал, блин, какой же стороной она будет стоять на этот раз. Сейчас мы идем на территорию ментовки. Простите, отделение милиции. Что я это, да. Меня периодически клинит на жаргонные словечки, я за это дико извиняюсь. Я не специально, честное слово. Так вот, идем на территорию отделения милиции. Здесь хочу вам показать
технику, которую сюда свозили после ликвидации, то есть которую девать было особо некуда. Вот, ее просто сбрасывали здесь, на территории бывшего отделения милиции, так она здесь и валяется. Причем некоторую даже закидывали на крышу кранами, ну, чисто для экономии места. Вот так вот это выглядит место сейчас. Удивительно атмосферное место, когда сюда попадаешь в первый раз, даже испытываешь такой легкий шок и трепет. И пускай вас не удивляет наличие тут остатков 157-го древнего зела, несмотря на свою древность, как бы это удивительно ни звучало, эти машины производились до 1991 года. Хотя я более чем уверен, что машины, которые гнали сюда на ликвидацию, они были самые старые и из самых-самых древних глубоких резервов. Друзья, последнее место, которое я хотел вам показать, это фабрика «Кухня». И я сейчас постараюсь вам сформулировать, что же это вообще такое. Если коротко, то фабрика «Кухня» — это большой-большой цех по производству полуфабрикатов. Дело в том, что еще в 20-х годах 20 века из-за индустриализации появилась необходимость очень быстро накормить огромные массы людей. И вот такие вот фабрики кухни были предназначены для того, чтобы полумеханическим способом, то есть очень быстро приготовить большое количество полуфабрикатов, которые после этого будут отправлены на заводы и фабрики для того, чтобы кормить рабочих. Еще одним моментом было то, что женщин таким образом также хотели освободить из так называемых пут домашнего хозяйства и тоже направить их силы в производство. Ну а очень массовое распространение фабрики кухни получили в 60-х годах уже при Хрущеве. Он, как вы знаете, заявил, что советский народ будет в 80-м году жить при коммунизме, и вот один из пунктов был освобождение женщины от домашних забот для того, чтобы она могла развиваться интеллектуально, мысленно и опять-таки работать в производстве. Собственно, вот такая история этих самых фабрик кухонь. И вот одну из них сейчас можно увидеть, точнее то, что от нее осталось в городе Припять. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напомню, что поддержать канал вы можете, перейдя по ссылочкам в описании. А я желаю вам всего и всего. Увидимся в следующее воскресенье в 17:15. Счастливо!